Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и сегодня мы с вами отправляемся на мотофестиваль. Ну да, сначала на работу, а затем на мотофестиваль. И первым делом упаковываем все в мотоцикл. Машем Танюшке в окно, чтобы она открыла мне багажник Хонды. А здесь у нас палатка, спальные мешки, инструменты, кухонные принадлежности. Все это перемещаем в коляску. Ночью температура упала где-то до 24-25 градусов, и спать было замечательно при условии всех открытых окон. А сейчас 7 утра, и уже чувствуется, как теплеет. День будет жарким. Полный бак бензина залью сразу по пути на работу. Есть у меня, конечно, и рядом с работой заправка, но она на автостраде, и там цены сразу дороже. 6,35 стоит литр 95-го. Чуть больше 1,5 евро получается. Почти 10 литров, 63 злотых. От светящейся лампочки до полного бака. Ну да, действительно, здесь 95-й по 6,49. Хотя не такая уж большая разница. Включаемся в работу. На ближайшие 8 часов у нас рабочая пятница, конец недели. Не могу сказать, что день прошел как одно мгновение. Выдался денек горячим в прямом и переносном смысле. Работы было много и было очень жарко. И вот 16:00 идет дождь. Пришла гроза. Молнии, тут все так здорово поливало. Сейчас немножечко стих, и есть надежда, что закончится. Но тем не менее надо упаковываться в дождевик, одеваться, и подождем еще. Димка должен приехать, мы с ним едем вместе. Пришел к мотоциклу, ищу ключи. Надо заводиться, прогреваться, а они, вот они, целый день здесь торчат.
Перебрался на заправку под зонтики, чтобы переждать дождь. И гляньте, протягивает тучи. Появились просветы. Созвонился только что с Димкой. Он стоит в Катовицах под мостом, прячется от грозы. Говорит, прошел жуткий ливень, град. Он вымок насквозь. Остановился, и мы с ним встретимся дальше где-нибудь по пути на Краков. Ну а я доупаковываюсь и в путь. Не очень люблю в такую жару ездить в дождевике. Жара ведь никуда не делась, несмотря на то, что дождь прошел. Сейчас градусов 30. Выскакиваем на 94-е шоссе Катовице-Краков. И здесь традиционные пятничные пробки. Целый день сегодня через открытые ворота нашего ремонтного бокса наблюдал, как в направлении Кракова едут мотоциклисты. Большими колоннами по 10-12 мотоциклов или группками по 2-3 человека. Но ехали на протяжении всего дня. И есть не нулевой шанс, что все они ехали именно туда, в Радаву. Ведь это международный слет, довольно масштабный. Ни разу там не был, но будет любопытно посмотреть. А вот и туча, которую мы догоняем. Может и хорошо, что сейчас в пробках здесь замедляюсь. Иначе уже догнал бы и ехал под дождем. Хотя нам еще надо найти какую-нибудь стоянку или заправку, дождаться Димку и ехать дальше вместе. Вот как раз и заправочка. Какой Порше. Скинул Димке координаты этой заправки, чтобы не разминуться. Судя по облакам, дождь уносит куда-то туда. Ну а сам тем временем обслужу мотоцикл. Например, подкачаю колеса. Здесь есть компрессор. Качаю, значит, качаю. И чувствую такой приятный запах. А здесь целые заросли лаванды. Знаете, как пахнет лаванда? Красота. Достал инструмент и планирую немного подрегулировать положение рычага переднего тормоза. Помните, была у меня разница между положением этих рычагов справа и слева. Вот здесь был большой зазор. Я его подвинул, но оказалось, что немного провернул. И сейчас зеркало не регулируется.
Поэтому надо его маленько провернуть. А еще, если обратили внимание, у меня потемнели пульты. Красивые, как новые. Специально их силиконом натирал. А вот, кажется, и Димка подъезжает. Как тебе душ? Обалдеть! Просто обалдеть! Все мокрое. Ничего, тепло, высохнешь. Определились с маршрутом. Едем сейчас до Кракова. А от Кракова выходим на А4. И дальше еще километров 250. Нам еще много сегодня предстоит проехать. Я как-то даже не обратил внимания, что куртку от дождевика не одел. Ну и ладно, дождь уже закончился. Главное, что штаны на мне. Сейчас все машины с асфальта поднимают много водяной пыли, поэтому все, что снизу, очень быстро мокнет. Ну а сверху ветровичок помогает. Отбрасывает весь поток вместе с каплями через меня. Уже вроде как и солнышко проглядывает, и одновременно дождь пошел. Мы догнали эту тучу и постоянно к ней доворачиваем. Идет дождь, и при этом душно. Из-за этого жутко запотевают очки. Еду, практически ничего не вижу. И опустить очки не могу, поскольку капли больно бьют по глазам. А кто-то катается на мотоцикле вот таким образом, вывозя их на природу в прицепе. Дождей до Кракова едем довольно долго. Еще 36 километров и снова ливень. Как приятно после жаркого, тяжелого рабочего дня принять душ, расслабиться. Ох, как поливает, ничего не видно. Уже и сухой асфальт. Здесь дождя еще не было. Ключевое слово именно еще. Ближе к Кракову поменялась архитектура. Деревни выглядят немного иначе. Если там, в районе Катовиц, живут шахтеры, то здесь фермеры. Прикольная пожарная машина. Я еду, что-то снимаю, рассказываю, а сам даже не знаю, пережила ли камера дождь, не залила ли ее. Ну, будем надеяться на лучшее.
Сейчас погодка классная. Еду мокрый, ветерком обдувает. Не жарко. Кукуруза уже спеет. А вот уже, кажется, впереди Краков показался. Весь он находится в низине и скрыт сейчас дымкой. Не то туман, не то низкая облачность, не то смог висит. Мне много раз про Краков рассказывали, что здесь проблемы с экологией, с чистотой воздуха, особенно зимой, когда все топят. Димка выехал вперед, показывать дорогу. У него включена навигация. Телефон не мокнет под дождем, а я свой не стал ставить. Решил не рисковать. Уходим по развязкам на трассу А4 от Кракова и дальше в направлении украинской границы. Она бесплатная. Навигатор нас на эту самую А4 решил вывести какими-то интересными дорогами. Салун. Какая-то крепость деревянная слева. Горы, скалы, лес. Красота. Вообще, сегодня мы стараемся добраться побыстрее. Поэтому едем автострадой. А обратно, в воскресенье, я думаю, у нас будет время взять чуть южнее и прокатиться по горам. Ну, не будем загадывать. До этого обратно еще далеко. Справа от нас Краковский аэропорт, а прямо над нами на взлет пошел самолет. Я бы его с удовольствием снял, но мне надо смотреть на дорогу. Классно. Удачный момент поймали. А вот и А4. Димка помахал: давай ты вперед. Ну и я вперед, а здесь пробка. И куда все едут вечером в пятницу? Вот так вплотную с грузовиками пробираемся. И обочины нет, где можно было бы проскочить. И в междурядье не уйдешь. И началось то, что даже хуже глухой пробки, где ты стоишь без движения. Медленное подъезжание. Первой передачи много, постоянно приходится работать газом, сцеплением, двигатель греется. И нельзя вот так остановиться, выключить зажигание и постоять, подождать, когда же мы начнем двигаться. Вон, видите, мотоциклисты пожужжали вдоль обочины. В принципе, и мы бы там поместились. Ну ладно уже.
Стали в левую полосу, едем в левой полосе. Ага. Да кого я обманываю? Сколько будет комментариев про то, что Санчо жабочечник. Ну, по мне это давно было ясно. Я еще и на Урале любил пробки пообъезжать. Видите, дальнобои даже двигаются, чтобы мне было больше места. Как видите, автострада — это не панацея от пробок. Здесь они тоже случаются. А дорога сама какая красивая, петляет между холмами. Такие предгорья. Интересно, на сколько километров эта пробка растянулась. Насчет езды по обочине. Никто не пытался выехать, перегородить нам дорогу, и практически все мотоциклисты едут либо слева вдоль отбойника, либо справа по обочине. Я так понял, это здесь норма. Ну вот вроде как и расшевелилась эта пробка. Теперь затор во встречном направлении. И, по-моему, все это была Краковская объездная. Фрагмент А4, который обходит Краков. Глядите, здесь шоссе идет параллельно железной дороге. И мы догнали грузовой поезд. Какие интересные вагоны. Они как слайдер. Часть сдвигается, и можно сверху грузить, выгружать. Прикольно, такие ступенчатые. У нас таких не видел. Тянет один электровоз, одна секция. Наверное, что-то не тяжелое. Какой-то большой водоем с пляжем. Люди отдыхают. А впереди вижу указатель заправки и паркинга. Мы проехали приблизительно половину всего маршрута. Может быть, чуть-чуть меньше. Но я считаю, заслужили остановку, немного передохнуть. А самое главное, что я хотел бы сделать, это снять, наконец, штаны от дождевика. Дождя уже давно нет. Ребята машут наверху. Дождя уже давно нет, а пробки были. И в этих пробках от двигателя шел такой жар. Все ноги вспотели. Поэтому сделаем остановочку.
снял наконец штаны. И вот не поверите, здесь все мокрое, хоть отжимай. Либо пробивало дождем через дождевик, ну, либо я так вспотел. А тучки так вокруг и ходят. Местами поливает дождик. Пробегусь до туалета. И вот думаю, что неплохо бы еще и на заправку заехать. Раз уж мы остановку сделали. Чем такие паркинги хороши? Здесь есть туалеты бесплатные. Чистые, культурные. С водичкой. В общем, получается, что назад на заправку нам хода нет. Все против шерсти, везде знаки. А значит, мы двигаемся вперед до следующей заправки. В навигаторе глянули, чтобы не оказалось, что до нее километров 100. Оказалось 47 или около того. Я думаю, доедем. Еще лампочка топлива не светится. Значит, какой-то запас хода мы имеем. Вечереет, солнышко уже садится. На месте явно будем поздно. Такой прикольный кемпирок. Медленный, конечно, но зато целый домик с собой везешь. Слева большая солнечная электростанция. Целое поле солнечных панелей. А справа горы. Мне кажется, в такую погоду приятнее всего путешествовать на мотоцикле. Обычно ведь как? Ты едешь днем, тебе тепло, комфортно, а вечером становится прохладно, и надо искать место для ночевки, какую-нибудь гостиницу или палатку где-то ставить. А сейчас ты едешь днем, тебе жарко, да, временами тяжело, но терпимо, а вечером становится комфортно. Тебе приятно от того, что день закончился. И даже если ночь застала тебя на обочине, тебе все равно кайф. Ты можешь где-нибудь на заправке на лавочку лечь, спальником укрыться, переночевать и поехать утром дальше. Люблю лето, люблю, когда тепло. Обсохнуть на трассе. А у нас с собой ни канистры, ни запаса бензина. Ну-ка сравним, сколько здесь 95-й. 6,73. Ну, разница есть. Но тоже еще терпимо. Димка сказал, что только мы отъехали от предыдущего места остановки, и он перешел на резерв. А у меня лампочка еще не засветилась. Я даже задумался, может, она поломалась. Но утром ведь работала, все было хорошо. Сейчас будет ясно по количеству топлива, которое войдет в бак. Если больше 11 литров, значит, да, с лампочкой проблемы. 8,95. Она еще и не должна была светиться.
что, двигаемся дальше. 40 километров до заправки или 47, сколько там было, пролетели довольно быстро. Осталось еще около 150. Кофейку. Объективно нет разницы, приедем мы на час раньше, на час позже. Торопиться некуда. Надо ехать в свое удовольствие. Где тут столики, беседки? Взял водичку и свою кухонную сумку. Пойдемте посмотрим. Ничего так. Навесики от дождя укрыться. Даже разметка есть под шахматы. Процесс идет, почти кипим. Вот только, кажется, я маловато водички налил. На 2 чашки не хватит. У нас здесь такие кофейные шахматы, ночные посиделки. А на часах уже без 15:10. Забурлило. Отлично. Мне тут
Недавно подогнали классный чайник, складной, походный. Но он все-таки немного великоват. Хочу его взять с собой, когда в путешествие с Мишкой и с Танюшкой поедем на машине. Ну, с велосипедами в отпуск. А для фестивалей и такой котелок сгодится. Сидим, чай, кофе пьем. К нам девушка подъезжает на Харлее. Говорит: ребята, вы на слет? Мы говорим: да. И я на слет. Ну и вот. Сейчас поедем вместе. Ладно, я шучу. Она себе поедет, мы себе поедем, наверное. А тут подъехал большой автобус с футбольными болельщиками. Надо делать ноги. Харлей красив. Ну что, продолжим наше путешествие. 22:34. 40 минут кофеевничали. Несколько брошенных машин стоит. Мимо проходил, посмотрел. Видно, что стоят уже давно на спущенных колесах, такие запылившиеся. Ну и стоят себе. Когда едешь по освещенному фонарями участку дороги, оно вроде бы и ничего. Но стоит выехать в кромешную темноту, понимаешь, что фара у Хонды ни о чем. Вот совершенно. Видите, машина поехала, и между нами сколько темного пространства, сколько темноты. Хондовская фара светит метров на 6-7 вперед. И ехать с хорошей скоростью, когда ты видишь перед собой только 6-7 метров, такое себе. Можно, конечно, включить дальний, но я тогда буду встречку слепить. И попутных тоже. Даже вот эта лампочка овердрайв, кажется, светит ярче, чем фара. По крайней мере, слепит меня она точно. Вот сейчас встречки нет. Дальний. Ну, дальний ничего, прямо скажем, неплохо. А ближний так себе. Надо попробовать поднять фару, может быть, станет лучше. А вот и нужная нам развязка на город Ярослав. И оттуда уже будем выбираться на Радаву. Навигатор показывает 27 километров до места. Осталось немного. Знаете, на автостраде с таким светом еще куда ни шло. Но на второстепенных дорожках, где нет освещения, стараюсь держаться как можно дальше от обочины, чтобы не зацепить никого. Река Сан. К сожалению, саму реку мы не видим, видим только мост. Но ничего, еще будет возможность на обратном пути. По пути встречаем довольно много мотоциклистов, и складывается впечатление, что люди приехали, побыли на концерте и сейчас возвращаются домой, например. Не остаются там сегодня ночевать. Чья-то Ямаха стоит.
с объявлением о продаже. Наконец мы на месте. Въезжаем в небольшой городок под названием Радава. И что самое интересное, слет проводится не на какой-то турбазе, не где-то за городом, он проходит прямо в центре. Нам сейчас надо заехать в самый центр города, там будет большое озеро и парк. Судя по забитым парковкам на обочине, нам сюда. Впереди полицейские мигалки, веселье вовсю, молодежь идет. Интересный мотослет, на который столько людей приезжает автомобилем. Кажется, здесь. Надо вставать здесь и регистрироваться. А тут, ребятушки, такой Вавилон. Мы заехали, нашли регистрацию. Кажется, нашли. Это оно? Регистрация стоит 150 злотых. За это мы получаем вот такие квитки на алкоголь и питание. Браслет на руку, который разрешает вход. И значок, я так понимаю. Получилось очень забавно. Мы с Димкой чуть сначала не зарегистрировались на донорство костного мозга, а потом оказалось, что рядышком регистрация на слет. А сейчас у нас суперквест. Называется «Поиски места под палатку». В темноте. На абсолютно незнакомой территории. Мы встретили Сергея, и он любезно показал нам место, где можно кинуть палатку и поставить мотоциклы. Какой здесь происходит Вавилон, вам не передать. Все рычит, все взрывается, все гремит, играет музыка. О, загудели насосы, качаются матрасы. В дело пошел Серегин Харлей. Да, только в Харлее самое главное найти нейтраль, понял? Подсветим. Офигеть! Мои уши! Видео этого слышно не будет, поскольку уши прям закладывает. Слушай, у меня вопрос.
Я специально себе делал эти заглушки. Как ты ездишь по городу? Просто спокойно едет. Милиция хоть раз спрашивала, что ничего ли? не спрашивает. Это же Харлей. Это же Харлей. Оно само Если собой, не видят, он должен, а как само собой он? Так разумеющееся. вот он не должен ехать. Не, ну вот у меня реально... Я сам себе задаю вопрос, вот я еду с прямотоками, у меня будут проблемы? Ну а когда палатки поставлены, можно выбраться и погулять. Темно, конечно, не видно ничего. Ну, постараемся хотя бы сориентироваться на местности. Мы вышли на центральную аллею фестиваля, торговые точки, столики, движуха. Такое ощущение, что попал на Тараску или на Лиду. Масштаб, конечно, фантастический. Я не думал, что есть такие слеты в Польше. Оказывается, есть. Ситуация такая. Главная сцена уже закрылась. Концерта сегодня не будет. А будет дискотека до 4 утра. Наверху будка диджея. И он тут разогревает толпу. Толпа активничает. Людей много. Справа большой водоем с пляжем. Купаться завтра пойдем. Завтра должно быть плюс 33. Ну а сегодня отдыхаем, ходим, гуляем, наслаждаемся прохладой, живым общением, холодным пивом. Жаром валит аж до сюда. Самое интересное, что вот это происходит абсолютно спонтанно. Сидел человек спокойно, вдруг подхватился и давай стрелять и крутить до отсечки. Специально для выживших наш репортаж. 3 часа утра, небо светает. Толпа пьяных байкеров и не байкеров исполняет хиты польских рок-групп. Słuchajcie, co najmniej dumny. Последняя композиция на дискотеке. 4 часа утра. А мы идем смотреть на рассвет. Небо на востоке стремительно светает. А здесь утки. Самые настоящие дикие утки. Утята, я так понимаю, маленькие еще подростки. Опасаются, близко не подпускают. А вода какая теплая. Парное молоко. Не успели мы даже дойти до наших палаток, а кто-то уже просыпается, у кого-то уже утро. Перед самым рассветом похолодало, поднялся такой свежий ветерок, соседи наши так и не ложились, продолжают петь, ну а мы отправляемся спать, чтобы завтра проснуться и продолжить отдыхать на мотофестивале, может быть, выехать на парад. На этом на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.